так свежо, необычно. И мне кажется, я немножко даже постарела. Мы подали документы на карту побыта. С приключениями. Да. Со всем процессом помогает агентство. Оно почти не помогало до этого момента, пока мы не пошли подаваться. Пока мы сами не словили даты, о нас никто не заботился особо в агентстве. Этот залончик, который подписывается у работодателя, подписан каким-то неуполномоченным человеком. А оказался со стороны работодателя косяк. Все, Саша отстрелялся. Это можно показать? Печать есть. Ребята, привет! Немножко необычно начинается влог, но я просто хотела вас шокировать. Вы готовы? Вы точно готовы. Та-дам! У меня новая прическа. Чекай. Ну как вам? Ребят, мне нравится. Так свежо, необычно. И мне кажется, я немножко даже постарела. В плане повзрослела, не постарела, Сашка. А тебе как кажется? Потому что обычно мне казалось, что я выгляжу как ребенок. Сейчас уже как-то повзрослеет такая дамочка. Короче, мне нравится, ребята. Отфигачила больше половины волос. Сначала немножко пожалела, когда отфигачила. Потом думаю, да классно получилось, все здорово. Не нужно жалеть, волосы отрастут. Тем более, я же сама пошла, меня никто не заставлял. Короче, вот так. А наши новости только стрижкой не заканчиваются. У нас очень классное обновление есть еще. А именно... Мы подали документы на карту побыта. С приключениями. Да. А мы вообще редко когда обходимся без приключений. Такие, знаете, лайтовые приключения. Было стрёмно. Мне было стрёмно. В один момент было... Надо рассказать, про что имею в виду. Короче, так как мне от работодателя со всем процессом помогает агентство, оно почти не помогало до этого момента, пока мы не пошли подаваться, потому что записать на подачу они нас не смогли за полгода, даже больше. Только отправили документы почтой, но там за все время только номер дела присвоили и даже не думали вызывать нас на продолжение. Вызывать отпечатки, доносить что-то, может, необходимое. Короче, не было никакого процесса. И пока мы сами не словили даты, о нас никто не заботился особо в агентстве. Получается, что самое сложное — это вот эти даты поймать. Мы не сами, мы уже рассказывали, что нам помогли ребята. Одну дату Саша сделал, а вторую дату ребята. И так совпало, что мы на один день забронировали. Да, что роскошно. Да, поэтому взяли выходные и спокойно пошли себе делать. Вместе с агенткой. Да, просто получается из агентства, как представительница, с которой я все время общался, она заболела за пару дней до нашего похода. Как обычно. И когда я ей писал на почту, мне пришел все-таки ответ. Я заболела. Я на больничном до какого-то дня, который после нашей подачи. Мы дали ей один день еще на ответ и думали, если что, будем звонить. И вот уже собирались звонить, и вот приходит письмо с деталями, типа нужно платить пошлину за рассмотрение дела, за саму карту, за пластик и еще за представительство агентства. Надо заплатить тоже в ужон 68 злотых было за полномocnictво. Я толком не знаю, но окей. Мы заплатили почти за все. Мы не платили за сам пластик, потому что, еще нет никакого решения, а вдруг что-то не так. Да. Все заплатили, и из агентства нам сказала эта женщина, что она болеет, но с нами пойдут подаваться ее коллеги сразу вдвоем. То есть там тоже помощница и адвокат. И вот, значит, мы пошли, кстати, вместе с Чупи. В Ужонт можно заходить с собаками. Если он в рюкзаке. Но если он в рюкзаке, его не слышно, не видно, да. Но бывало такое, что, конечно, там мог поскулить, но там практически было не слышно. Значит, мы пришли, и первый пошел подаваться Саша. Да, сначала когда мы словили дату, там приходит письмо подтверждения и специальный код, который нужно ввести на автомате на входе. И тебе дается номер очереди, и все. Мы пошли сидеть, ждать вызова. Ребята, мы в Ужонде сидим, ждем.
вот эти женщины помогают нам делать, вот эти женщины помогают нам, они из агентства помогают нам с документами, там всякое такое. Вот тут много людей, очень много, и много кошек. Терапевтка с нами, конечно же, сидит. Ну вот, мы дождались, ну то есть это недолго, а реально время, ну вовремя. То есть Да, у нас даже там было на пару на минут 12, раньше, 12:10, да, и мы на пару минут раньше. на пару даже минут пошли. раньше нас вызвали. Ну и все, они там сидят Да, с я пошел агентом. с агентом, а Мгм. Оля осталась ждать рядом. Да. Все, мы подаем все документы, паспорт, фотографии, внесок и залончик. Инспектор что-то смотрит, пробивает там по каким-то базам, Мгм. смотрит, что этот залончик, который подписывается у работодателя, подписан каким-то неуполномоченным человеком, подписываются Мгм. такие документы. Спасибо. Он там смотрит в каком-то реестре судебном, типа, кто имеет право подписывать документы от компании, говорит, этого человека там нету. Либо, типа, ну, все, и по процедуре я не могу принять заявление. Если раньше, вроде как нам сказали агенты, они могли принять, и просто нужно было донести там, в течение недели или месяца остальные документы недостающие, то сейчас он сказал, ничего не могу сделать. Всё, идите, да. Либо можем отправить ваши документы на рассмотрение, как было почтой, и ждать полгода-год только вызванные отпечатки. Либо ничего. Там начали что-то узнавать, спрашивать, какие варианты. В конце концов уломали его дать нам час. Ну да. Надо было Благодаря либо... агенту. Да, ну понятно, я Да. там не участвовал. Я просто уже сидел, понимал, что что-то Уже идет да. не туда. Не по плану. Хотя, ну, все со стороны агентства, с нашей стороны все было четко, а оказалось со стороны работодателя косяк. Все не вот, проверишь. Варианты были, ну, за час успеть принести либо новый залончик с правильной подписью правильного человека, Мгм. либо какой-то, чтобы его уполномочили того, кто уже подписал, кто-то из руководителей компании уполномочил подписывать такие Сколько документы. времени, ну, займет. Ну все, там сразу адвокат начал звонить своей начальнице в агентство, которая болеет, узнать, что делать, потому что все контакты уже с менеджментом других компаний ведет именно та начальница, не те, что были с нами. В итоге там что-то они порешали. Ну, мы в это время, у нас был час-полтора еще до подачи Олины, нам надо было сделать еще один документ взять в ЗУСе. Мы пошли туда втроем. А адвокатша вот эта начала решать вопрос с этим документом. Угу. В итоге мы потом узнали, что она поехала в офис, который есть в Лоди, и взяла подпись там местного нашего руководителя, и это в итоге прокатило. В это время, пока адвокат ездила и пыталась как-то решить эту проблему, мы пошли в ЗУС, мне нужно было взять страхование. Нет, не страхование, а ЗУС. Подтверждение социального страхования. Мы сначала думали, что это будет по моей работе, потому что я вписывал Олю. Но поскольку она уже там полгода самостоятельно работает, извините-ка, то получилось взять по своей работе. Как бы это быстро, это все понятно. Без проблем. Нет, я просто хотела сказать, пока мы вот это все делали, это недалеко, ЗУС недалеко от Ужонда, не знаю, там минут 5-6 мы шли, и мы уже вернулись обратно, возвращаемся обратно, и уже адвокат нас ждал. То есть мы за час успели... мы за минут 40. За минут 45, я еще помню, вот я посмотрела время. За 45 минут все успели сделать. Мы пришли в Ужонд, наши... представители агентства. Мы подошли к тому инспектору, типа, мы тут... Мы здесь, да. Мы здесь, чтобы вы знали, что мы уже ждем. И все, мы там подождали тоже на минут меньше 5. Да не, он был занят другим делом, но его коллега, он передал нас в другое окошко. Другое окошко, да. Там тоже такая, в принципе, приятная, хорошая женщина была. Все проверила, все нормально. Довольно долго весь процесс оформления идет, там все бумаги, все копии проверить, печати проставить, подписи проставить. Я не знаю, может минут 20-30 я сидел, пока все проверили, пока все заполнили, отпечатки взял. Нужно было еще оплатить, мы не оплатили за сам пластик, да, мы
Оле пришлось пойти оплатить, плюс мы еще Ну, оплачивали... я не одна ходила, я ходила с адвокатом, Ну да, да. там надо заполнить номер счета было, ну то есть лучше с кем-то. И плюс они берут комиссию 3,50. За каждую оплату. За каждую Ну, не оплату. знаю конкретно. За каждый вот вроде, листик нет. там, они каждый раз берут, я не знаю. И нам еще пришлось заплатить за какой-то, я не помню точно, то ли проверку копий, то ли что, за одну страницу 5 злотых. У меня обошлось это 4 было страницы. Мгм. Я толком не понял, за что конкретно. Просто- Что-то типа проверка Мгм. тех документов, которые есть оригинал и копия. Чё за- Короче, 20 злотых Мгм. плюс комиссия, плюс 100 злотых за пластик. Раньше было 50, я слышал. Мы но не успели. Мы не успели. за саму подачу по работе 440 злотых, как и было раньше для меня. Оля подавалась по другим обстоятельствам, как Как супруга, жена, да. поэтому там было 340. Чуть дешевле, хоть на чем-то. Ну, в общем-то, мы это все заплатили, вернулись, все без проблем. Да, Вы к тому закончили времени в окошке. уже все дело было Вот. готово, там сшито в папку, там такое Типа, дело вышло, ну. куча бумаг, копий, всего. Ну, Взяли отпечатки, я уже говорил, и поставили печать в паспорт. все, Саша отстрелялся. Потом иду я. Теперь иду я. 20, где-то 25 минут. Нам сказали, что есть... Это можно показать? Да. Печать есть. И теперь мне надо ждать такую же. Сказали, что мы где-то сколько? От 3 до 4 месяцев, и мы получим карту побыта. Ну, надеемся. Без агентов не было бы так круто в тот день. Я не знаю, Я не знаю, как бы мы решали сами этот решили вопрос. эту проблему, да, ну, потому что у нас нету даже, ну, у тебя же нету телефона шефов своих. Ну, если только через скайп связываться с менеджментом И в сейчас бы Люблине. мы успели это все. У меня, конечно, есть телефон, не знаю, он директор или кто, офиса в Лоди, но я бы даже не подумал, что он уполномочен это подписывать. Я думал, надо через Люблин все решать. Поэтому, Ну да. было бы Ну сложно. и просто, когда заходишь в окошко, Я ты бы- такой комфортно себя так чувствуешь. Во-первых, сам инспектор уже сразу говорит, что это ваш представитель, окей, будем разговаривать с ним. Ну, тоже им удобно, виднее, да. как дела делаются. От нас там Ничего, дать паспорт, да. фотографии, Ну и там оригиналы. Подписать пару Да, раз. подписать немножко. Ну, вообще-то, потом с Сашей не было проблем, он очень быстро закончил. Потом мы ждали моего времени. Как раз там оставалось уже минут 15-20. Ну, мы где-то столько и подождали, может, минут там Да. 20-30. Подождали это время, я пошла в окошко. То же самое, у меня вообще попался такой инспектор классный. Она вот такая молоденькая девушка. И она разговаривала тоже вот с представителем нашего агентства. И она мне потом вообще, не знаю, минут 5, наверное, прошло. Она говорит, ну все, везде подписать, вы можете идти свободно. Я буду общаться с вашим инспектором. И я пошла потом, ну, со всеми стоять там. А инспектор решал все проблемы уже без меня. Ну, я отпечатки оставила, подписала, и все. Классно было. Да. Оля подается уже в другом месте немножко, ну, в другом отделе этого же здания, потому что она по другому поводу. И еще самое интересное, что сказали, что нам карту где-то ждать 3-4 месяца, ну, может, 5. Ну, что есть шанс, что есть шанс, в течение что 3 будет, месяцев. да. Ну, сначала решение, децизия по моей будет, и только потом уже, ну, потому что Оля как бы зависима от моей карты. Документов было много, для Оли даже больше, чем для меня мы готовили, потому что нужно был договор аренды квартиры, свидетельство о браке, перевод заверенный. Плюс мы там еще подписали какую-то бумажку, что мы в браке и не собираемся разводиться. Мой паспорт еще понадобился потом. Все, вышли из Ужонда. Сейчас 3 часа почти. Короче, мы с 11:40 до 3 решали вопросы. Ну все решено. Все, Есть печать в паспортах. Так что сейчас от 3, надеюсь, до 4 месяцев и все. может, уже на Новый год ходить было. Чупи тоже рад. Что мы будем куда-то выезжать? Вообще подробнее по документам и всему такому, наверное, лучше в отдельном видео, если Вот это это будет да. полезно. Ну, да, сейчас Если мы вам это просто интересно, то эмоции. напишите в комментариях. Если вам интересно, мы постараемся напишем, сделать да, подробно. какие документы именно нужно отдавать. Ну, подготовить, точнее. Да, ну мы делали через Да. агентство, но все равно нам пришлось всю эту информацию через себя пропускать. И
все документы, которые, ну, мы подавали их вместе с агентом, мы все видели. Возможно, от города к городу что-то отличается, потому что даже у нас, вот, как агенты там разговаривали с инспектором, что типа там пару месяцев назад нужно было другое количество документов, какие-то другие копии. Ну, И да, это всё постоянно меняется. меняется, какие-то новые указания, новые постановления. И, Ну, сложно сказать, что может да. потребоваться в каждом конкретном случае. Может, даже от инспектора зависит. ты вообще не в курсе. Но я когда стояла в окошке, инспектор сказал, что я вижу, что все боятся нас. Но вы не бойтесь, здесь не страшно. Мы всегда помогаем людям. Типа, мы на стороне людей. А я такая стою, думаю, ну может быть так, ну почему же тогда мы так долго ждем этой даты? Кстати, что мы заметили, Очень долго. окошек, в принципе, много, но работает там третья часть. Ну, может, людей не хватает. Возможно, ну, как бы работа в Ужонде не такая Высокооплачиваемая, популярная, да, еще и- что-то, да. И, ну, по крайней мере, ну, там нету такой загрузки, чтобы было понятно, что очень записаться много сложно. людей, Ну, да. просто очень мало дают дат, и нагрузка там небольшая. Ну, скорее всего, просто людей не хватает. Ну, я тоже так думаю. Плюс, скорее всего, проблема, наверное, даже не в том, кто принимает документы, а те, кто рассматривает дальше, и что их недостаточно. И даже если бы приняли много дел разных и документов, то их бы потом не могли вовремя рассмотреть. Их и так не вовремя рассматривают, а так бы это затянулось еще на годы. Ну и плюс там же финальное одобрение, наверное, от воеводы нужно. Короче, будем ждать. Вообще. Надеюсь, что займет не больше там 3-4 месяцев. Шанс есть, по словам инспектора. Да, и Нам еще ждать мой инспектор тоже полицейского. сказал, что там 4-5 месяцев и нам дадут карту. И агенты тоже так сказали. Но это еще ничего не значит. Ну, доносить вроде ничего не надо, Мгм. больше документов. Мы все И платили. хорошо, что отпечатки взяли. Ну, это очевидно. Потому что сказали, если бы по почте мы пришли, то отпечатки нам потом вообще пришлось бы приходить и сдавать. Да. Оно. И И- даже после отпечатков не факт, что дело пойдет быстро. Еще полгода может. Ну, Или ребята, больше. когда мы получим карту побыта, это ж все, это жизнь сыграть новыми красками. Настолько уже планов. А мы думали, ой, отдохнем, карты побыта не будет, денег подсобираем. Все уже потрачено, ребят, ничего не насобиралось. Но у нас вообще столько планов съездить куда-нибудь отдохнуть, да, сразу. Да, и хотим, конечно, домой съездить, в Беларусь. Но планы-то такие, а там будем смотреть, как будет. Все, мы все рассказали. Если вам будет интересно подробности в плане документов, Ну вот да, этого всего, нам надо будет подготовиться получше. да, мы подготовимся получше, конечно же, и оставляйте там, не знаю, лайки или комментарии. Так что все, спасибо, что были с нами. Порадуйтесь вместе с нами. У нас есть печать в паспорте. Мы такие счастливые, такие довольны. Все, ну уже легче ждать. Осталось Ну, ждать намного. только карту побыта. И сейчас мы 100% легально. Если Да. раньше там были вопросы по истекшей визе, Мгм. стан пандемии, то сейчас печать дает полное легальное право находиться в Польше. Выезжать не дает, но оставаться, пожалуйста. Ну, кстати, вот еще мы не знаем, насколько нам дадут. Я бы хотела, чтобы максимально там, насколько нам Там требуют. три. Потому что я еще не хочу Ну, еще у раз. меня умова на час не окресленная, Мгм. поэтому есть шанс. Вот такие дела, ребятки. Все тогда. Спасибо, что были с нами. Да, оставайтесь, Оставайтесь. ждите новых Да. видео. И все, говорим вам пока.